Так, Париж — это один из самых романтичных городов мира. Стоп. Нет, этот шрифт совсем здесь не подходит. Нужно что-то более романтичное. Ну, может быть, так, конечно, лучше, но... Ну ладно, пусть будет этот шрифт. Итак, всем привет! Вот уже много-много лет, из года в год, Париж входит в топ самых романтичных городов мира. Мне всегда было интересно, почему Париж считают таким романтичным? И знаете что? В этом путешествии я нашла ответы на этот вопрос. Включим музыку и погнали! Первое, что меня впечатлило по прибытии в Париж, это архитектура. Она настолько завораживающая, ее хочется рассматривать и рассматривать. Ее было настолько много, что мне действительно не хватало ни времени, ни глаз, ни ног. Здесь действительно очень много балкончиков с кованой оградой, и для меня это невероятный признак романтизма. Мне это очень нравится. И архитектура на самом деле иногда мне напоминала Санкт-Петербург. Вот действительно, те, кто был часто в Питере, либо живет там, однозначно увидят сходство. Вот 100%, зуб даю. Let's go, let's go, let's go! Вот вы видите тучу позади меня? Я ее тоже вижу. А я еще не сходила на выставку. И самое главное, я не поднялась на Эйфелевую башню. И даже не подошла еще к ней ни разу. Меня это пугает. И я думаю, что мне делать. Мне идти на выставку или идти к Эйфелевой башне. Потому что время везде поджимает. И скорее всего я пойду на Эйфелевую башню. Хотя выставка мод тоже интересна по профессии мне. Блин, а где тут спуститься? Придется обходить. В общем, эта погода убивает. Она просто все рушит, все планы. Просто все. Особенно встретить, не знаю, закат, рассвет на берегу моря. Кошмар. Если будет такая погода, там просто будет вопрос о том выжить, а не то, чтобы насладиться. Бежим, короче, к Эйфелевой башне. Model car, model wife, model village. Model farm, model right, model village. I see a lot of gammon in the village.
saluting flies cause it's British. Idiot spirits think they're kindred. Model race, model hate, model village. It feels like the village is Ну здесь слишком много красивых зданий на квадратный метр. Ну слишком много. Я не успеваю. model village. The curtain twitches and the villagers bury their riches, but the village doesn't know what rich is. Just snitches, snitching on snitches. Only one thing to do in the village, just say toodle-doo to the village. Toodle fucking doo. Знаете, что мне очень нравится во всех этих романтичных домах? Ну, на мой взгляд, вот эти вот заборчики. Это значит, что там есть выход на крышу, а значит, это очень круто. Если вы хотели знать, что произошло с Нотр-Дамом после пожара и как он теперь выглядит, то он выглядит вот так. В Лувр я решила вовнутрь не идти. Жалею ли я? Вряд ли. Моя цель вообще изначально не Париж, а море. Поэтому того, что я вижу, мне достаточно, может, когда-нибудь буду, с чем я повторю опыт и уже скажу сам Лувр. Эти пирамиды в точности повторяют египетские пирамиды. И выглядит на самом деле красиво, но мне кажется, ночью это выглядит еще лучше. Я больше ничего не знаю о Лувре. Я знаю, что там есть Мона Лиза, но тоже не особо желаю ее посмотреть. Ну и людей на самом деле не так уж много тут. Хотя сегодня воскресенье. Но корона. Я наконец-то могу отдохнуть. Я столько уже прошарахалась. Ой, хорошо. Ну да, что-то я... Давайте покажу. Короче, вся история такая с французскими квартирами. Они очень маленькие. Доходит там аж до 8 квадратных метров. И это как раз один из таких вариантов. Но тут очень уютно, и самое важное, здесь есть батарея. Ну что, я апгрейднулась. Мне было очень холодно, поэтому я купила кардиган, купила кроссовки
Купила носочки. Купила для, не знаю, видно там или нет, короче, для хвостика, чтобы красиво было, резинку. Подарочек. Не скажу, какой кому. Я стерла себе все ноги. Они мне очень болят. И я хоть и в новых кроссовках, но я не понимаю, они хорошие или нет, потому что мне реально все еще болят ноги. Погода меня любит. Пошли дальше. Куда-то местные идут. Пойдем и мы. Не-не-не. Интересно, это... Нет, это не жасмин. Но пахнет очень вкусно. Но их пока мало или уже мало. Кстати, это очень хорошее правило, которое я сама для себя открыла. Иди туда, куда идут местные. Потому что ты можешь пропустить по своей наивности и глупости, но ты можешь попасть в очень красивые или необычные, неожиданные места. Так что, ну, будь осторожны, а то они не всегда в хорошие места могут идти. В кафе всегда есть свой колорит. Остановиться в суматохе дня, выпить чашечку эспрессо, закусить это круассаном. Ну это же просто сказка и мечта. Когда ты устал, когда ты замерз, когда ты голоден, просто присаживаешься на свободный стульчик на улице. Сверху тебя согревает теплая лампа и теплая атмосфера Парижа. И ты наслаждаешься кофе. Стоит ли здесь что-то еще говорить? I put your get well soon card on my desk. It was waiting for me when I came upstairs from 2 long weeks spent on a floor in Chicago, pretending like I knew what I was doing there. I'm always... Вот это я нажру сейчас. На целый день. Ну, до вечера. Вечером буду еще где-нибудь кушать. Французы не любят, когда их снимают.
Теперь я очень осторожна. Я удалила одну целую запись за людей. Шикарно. Я худею называется. Мясо похоже на печенку. Ну или соус похож на соус, который мне мама делает, когда печенку. В общем, шикарно. Все. Зелень каким-то соусом полили с алкоголем, невкусно. Watched 'em making up new places. Seems like it might be fun. I'm always almost home. I've always got one foot out the door. I'm always almost home. I'm always almost home. Помимо того, что я уже упомянула, что люди не любят, что их снимают, на самом деле это проблема не только Парижа, это проблема и Германии, это отдельная история, в другом видео я обязательно об этом расскажу. Но здесь будет такой эпизод, который я вообще не стала монтировать, абсолютно, потому что я хочу передать всю искренность этого человека. Его зовут Матиас. Приятно познакомиться. Красавчики пробежали. Короче, не знаю, будет ли меня слышно, но вот эти зеленые ящики, они тут не просто так, а в них люди что-то хранят. И я сейчас проходила, не стала снимать, то что там люди, они не любят, когда их снимают. Но история в том, что в этих зеленых ящиках они хранят какие-то вещи и приходят, открывают их. Ну, конечно, наверное, не там. Но вот там мужчина, он открыл там свой мини-магазин-ларек, где продает книги. Вот он открыл и продает там книги, вещи, сумки, еще что-то. На самом деле очень прикольно. Я бы сказала, неожиданно. Вон впереди. Короче. Вот так вот. Usual. Ok, attendez. So, yeah. Allez-y, You're very clever person, actually. allez-y. Very interesting. Thank you. Yeah, it's very interesting. Just I will do a video about friends, Yeah, yeah. and it's really unusual things for us, for Russians. So it's very interesting. Perfect.
vous. Comment ça? It's work, it's work. Comme ça? Yeah. C'est bon? Yeah, people see you. Mais allez-y. Ah, no, no, no. Hein? It's work like this. D'accord, ok. Yeah. It's very interesting. Ouais, allez-y. Marchez. Ребята, это очень просто, это прям классно. К сожалению, у меня нет столько денег, чтобы купить, но я бы скупила здесь просто все. Здесь очень круто. Этот человек здесь снимает. What is your name? Matthias. Matthias. My name is Matthias. Matthias. I have a twins musician. You Ah, are musician? yeah. I like the big pianist Ah. Russian. Russian. C'est Gilels et Sokolov. Do Sokolov. you know? Yes. I'm not musician. Grigory Sokolov. Yes, I heard about him. Very good. Yeah. I And will. Medvedev. Midzu, yeah. Ouais, très très bon. Trifonov. Trifonov, C'est sure. bon. Ouais, c'est très bien. Hey, Thank you have internet? You have internet? Yeah. I Allez-y, just, I allez-y. don't have internet now. Attendez, je vous marque le nom de mon fils. Galliera. Galera, yeah. You're amazing. Voilà, ça c'est mon fils, Constantin Mathias, piano. Okay. The first nomination in Paris for piano. Il a joué Ok. Mozart, maintenant il a 40 years. Fuck here. Et, Okay. et ça vous visitez Galliera, Galliera, Chanel, ok. Exhibition. Deuxième arrondissement. Le musée Ok. vient d'être refait, c'est magnifique. Oh my. C'est magnifique. Okay. Galliera is a Chanel. museum. Museum. I remember. Okay. Bon, alors là, vous avez visité you travel this place, rue de Rivoli, au 107. 107. C'est le musée de la mode, The Fashion Okay. Museum, 107 rue de Rivoli. Travel this bridge, entrance in the Louvre, Yeah. et de l'autre côté, au 107 rue de Ok. Rivoli, the museum Ok. is a history to To mode. art in Paris Okay. and the fashion. Okay. Là. Okay. Ça c'est magnifique. Merci beaucoup. Bonne visite. Спасибо. Спасибо. Пойдем, возможно, попробуем посмотреть историю моды, Шанель и всех остальных. Классный вообще дедуля, просто огонь. Он умеет продавать, умеет рассказывать, он говорит на французском, ну и так чуть-чуть на английском, я его понимаю в какой-то степени, и это круто. Я купила у него в подарок 3 картины, это реальные вывески из журналов, одна 45-го года, одна 19 века и одна 52 года. Вот. Потом расскажу, кому что я буду. Это подарок тоже. Вот. Две работы. Они по истории моды больше, поэтому я их, скорее всего, ну не скорее, я их купила своему учителю из университета по как раз шитью, швейному делу. Вот. А вторую купила кое-кому, не скажи кому, потому что она, скорее всего, нет, она точно будет смотреть это видео. Короче, я потратила уже уйму денег, и я просто не знаю, как я буду жить дальше, потому что у меня реально уже нет денег. Я за сегодня потратила, ну, где-то ту норму,
которую я могла потратить. Вот. Так что это очень... Так, он сказал вообще бричь. Там будет Вулвар. Ну ладно, перейду через второй мост. Вот. И возможно, я сегодня увижу еще какую-нибудь интересную выставку. И мимо еще раз пройду Лувра. Но погода, конечно, жесть.